У российских дилеров непроданными остаются более 500 тысяч новых автомобилей. Склады забиты, есть указ избавиться любой ценой. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. По оценке Сергея Целикова, главы аналитического агентства «Автостат», на данный момент на стоянках дилеров и дистрибьюторов в России скопилось около полумиллиона непроданных новых легковых автомобилей. Из этого внушительного количества машин 350 тысяч приходится на продукцию китайских автопроизводителей, а оставшиеся 200 тысяч охватывают широкий спектр брендов от отечественных и белорусских до так называемых псевдороссийских и глобальных марок. С учетом нынешней динамики продаж, имеющихся запасов должно хватить ориентировочно на 4 месяца, отмечает аналитик. Вместе с тем наблюдается постепенное сокращение числа автомобилей 2023-2024 годов выпусков, хранящихся на складах. Дилеры стараются сбывать эти модели, предлагая значительные скидки для привлечения покупателей. При этом статистика на данный момент не радует. В стране реализовано на 25% меньше показателей за аналогичный период предыдущего года. Пока по всей стране обсуждают долгожданный запуск Лады Искры, очередного глотка свежего воздуха для отечественного автопрома, в реальности у дилеров царит вовсе не праздничное настроение. Никакой эйфории, только нарастающее чувство тревоги, переходящее в откровенную панику. Не от того, что не хватает новых моделей, как раз наоборот. Склады под завязку забиты машинами, которые никто не хочет покупать. И речь идет не о какой-то одной конкретной модели. Дилеры завалены всем подряд, включая те экземпляры, от которых всеми правдами и неправдами пытаются избавиться, не надеясь даже на символическую выгоду. Ситуация с продажами достигла своего апогея. Даже Гранта, которую еще недавно считали вечным бестселлером и чуть ли не единственным якорем стабильности для АвтоВАЗа, стремительно теряет популярность. Вроде бы простая, понятная, проверенная временем модель, но спрос на нее сдувается на глазах. Дилеры из разных регионов подтверждают, складские запасы уже настолько велики, что при остановке поставок прямо сейчас продавать Гранту можно было бы еще 3 месяца подряд. Но беда даже не в этом. Гораздо хуже то, что завод, похоже, отказывается видеть очевидное. Ни сокращение объемов, ни мер поддержки, ни элементарного анализа рынка. Просто продолжают гнать машины, будто спрос все еще стабилен и никаких тревожных сигналов нет. Это все больше напоминает капитана, который в упор не замечает маячащие айсберги и уверенно ведет корабль прямо в них. Но на этом проблемы не заканчиваются. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобиля. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет АвтоАзия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. АвтоАзия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в АвтоАзию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. В довесок к зависающим Грантам и Вестам дилерам досталось еще одно счастье – автомобили под маркой X-Side.
Кто не в курсе, это те самые перелицованные китайские кроссоверы, которые должны были реанимировать заброшенные мощности бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. В итоге очередная попытка вдохнуть жизнь в искусственно собранный проект обернулась провалом. Их сайт с треском провалился в глазах покупателей. Продукт оказался не только непопулярным, но и дорогостоящим, что в нынешних условиях стало смертельным приговором. Ситуацию попытались спасти дополнительной выгодой в 50 тысяч рублей, но это не дало никакого эффекта. Интерес оказался столь же вялым, как и стартовые продажи. В этом году реализовано всего 1302 кроссовера этой марки, а по неофициальной информации на складах пылятся до 10 тысяч этих автомобилей. Приказ сверху предельно ясен – избавиться любой ценой. И вот теперь к тысячам непроданных лад, уже не первый месяц заполняющих склады, прибавились еще и десятки тысяч иксов. Общее ощущение: дилерские центры больше похожи на гигантские парковки неликвида, чем на места, где встречаются спрос и предложение. И самое печальное, ни малейшего сигнала о переменах. Завод продолжает работать в привычном режиме, словно ничего не происходит, словно все идет по плану. В результате полное противоречие логике рынка. Покупательский спрос падает, склады трещат по швам, но производственные линии не останавливаются. Цены при этом все еще где-то в стратосфере, завышенные, недоступные, никак не соответствующие ни уровню доходов населения, ни предлагаемому качеству. Люди просто не готовы платить такие деньги за то, что раньше считалось машиной для народа. Дилеры, в свою очередь, оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны, давление со стороны АвтоВАЗа с планами по объемам, с другой – реальность, отсутствие покупателей, издержки, растущие расходы на хранение, неликвид, на который не поможет даже агрессивная реклама. Многие из дилеров всерьез подумывают о том, чтобы выйти из игры. Настолько тяжелой становится ситуация. И что же делать? Выход очевиден. Первое и самое важное – немедленное снижение цен. Это не маркетинговый ход, а единственный реальный способ оживить рынок и вернуть людей в салоны. В условиях стагнации и кризиса перепроизводства других действенных решений просто нет. Заводу нужно прекратить игнорировать очевидное и начать слышать рынок. Параллельно с этим жизненно важно пересмотреть производственные планы. Сократить выпуск – это не поражение, а прагматичный шаг. Бессмысленно гнать продукцию, которая не находит покупателя. Вместе с этим пора пересмотреть и ценовую политику. Сделать автомобили более доступными – это не просто пожелание, а насущная необходимость. Без этого ситуация будет только ухудшаться. Промедление будет стоить дорого. Если сейчас не принять решительных мер, отечественный автопром рискует окончательно увязнуть в болоте нереализованной продукции, недальновидных решений и потерянного доверия. Вместо флагмана национального машиностроения можно получить груду ржавеющих машин на бескрайних складах. Немое напоминание о том, к чему приводит игнорирование реальности. Настало время услышать голос дилеров, покупателей, да и здравого смысла. Или совсем скоро будет уже поздно. Вот такие дела. А что думаете вы? Высказывайтесь. Мнения сейчас действительно важны. Ну и обещанная мною шутка. Ребенок спрашивает у своего отца: «Папа, а миллион это много? Если не тратить, то да». А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.